Доброго времени суток, друзья! Вот и настало время выпустить вторую часть топ-100 аниме. Может и немногие, но были люди, что ждали и просили продолжения. И лишь благодаря вашим комментариям и лайкам под видео я собрался силами и сделал это. Большое спасибо за вашу поддержку. Не буду больше тянуть и приступлю к самому топу. 11 место. Врата Штейна. 18-летний Рентаро Акабе, слегка помешанный ученый, жаждущий раскрыть мировой заговор и построить машину времени. С этой целью он создает лабораторию проблем времени, приют и отдушину для всех тех, кто соскучился по безумным приключениям и сумасшедшим идеям. В компанию к безумному Акабе присоединяется хакер Итару Хасида, ярый атаку и любитель вкусно поесть. Не остается в стороне и добродушная Майюри Сина, давняя подруга главного героя, обожающая косплей и приключения. С приходом юного гения Кирису Макиса разношерстная компания веселых чудаков создает самую настоящую машину времени и встает на путь великих свершений. Только вот ворох ошибок и непредвиденные ситуации заставляют Акабе сильно пожалеть об открытых вратах Штейна. Врата Штейна – это аниме, способное запутать и поставить под сомнение абсолютно все, что происходит на экране. Крайне харизматичные главные герои и интереснейшие местами научные, но в основном фантастический сюжет. Все это не оставит равнодушным ни одного человека, в ком дремлет сумасшедший ученый. Оценка 10 из 10. 12 место. Невероятные приключения Джоджо. Все части. Из поколения в поколение потомки семейства Джостеров наследуют родимое пятно в форме звезды, а также инициалы Джоджо и семейное дело раз за разом спасать мир. Каждый Джоджо индивидуален и в то же время разделяет точку зрения предшественников о добре и справедливости. От Англии 19 века до современной Японии это поистине невероятное приключение длиной не просто в жизнь одного героя, а в жизнь целого семейства. Множество практически независимых историй, связанных линий родства главных героев, посвящены головокружительным путешествиям, безумным сражениям и, конечно же, вечным вопросам дружбы и любви. Я долго не мог заставить себя посмотреть это аниме. Меня отталкивала рисовка и куча мемов про этот тайтл. Все это создало неверный образ в моей голове. Но когда я наконец-таки пересилил себя и включил первую серию невероятного приключения Джоджо, то просто был в шоке. Оказывается, это не глупая комедия с вездесущими гейскими шутками и накачанными мужиками. Все сезоны Джоджо рассказывают о нелегкой судьбе персонажей, о их приключениях, дружбе и предательствах. Если вы так же, как и я, были опутаны нитями сомнений, смотреть же этот тайтл или нет, я вам скажу однозначно да. Оценка 10 из 10. 13 место. Проза бродячих псов. Ацуши Накадзиму размашистым пинком выставили из сиротского приюта. Потерявший крышу над головой и обессилевший от голода юноша, однако не утратил волю к жизни и даже нашел в себе силы подняться из положения лежа. В порыве безудержного гнева вперемешку с горькой обидой он решил, что единственный способ выжить – грабеж средь бела дня. На счастье, возле реки, где пару минут назад Ацуши готов был отдать концы, пролегала дорога, осталось только затаиться и ждать. Но тут... плюх, и чьи-то ноги торчат из воды. Режим спасатель активирован, и вот, мгновенно позабыв о грабеже уставших путников и караванов, Ацуши бросается в реку на выручку незнакомому поплавку, которым оказывается молодой человек, недовольный тем, что его причудливую попытку самоубийства сорвали. Позже озадаченный Ацуши узнает, что имя утопленника Асуму Дадзай, и что он работает в специальном вооруженном детективном агентстве, штатные сыщики которого обладают сверхъестественными способностями. Когда полиция и военные бессильны, обращаются именно к ним. В этот раз Осаму и его напарнику предстоит охота на опасного зверя, терроризирующего округу. И как-то так получилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуши. Проза бродячих псов – это аниме, сумевшее вместить в себя такие жанры, как комедия, романтика, драма, детектив и кучу аспектов от других стилей повествования. Это стало возможно благодаря интересным и разносторонним героям этого тайтла. Если вы не знаете, что посмотреть и нет настроения на какой-либо определенный жанр, то это определенно ваш выбор. Оценка 9 из 10. 14 место. 91 день. Времена сухого закона, но власть в городе под названием Беззаконие принадлежит вовсе не полиции. Городом правит мафия, криминальные боссы и мелкие сошки. Каждый наживается за счет запрещенного варева, которое меж тем только укрепляет свои позиции на черном рынке. Авильо, чья семья погибла в результате мафиозных расприй, возвращается в город спустя 7 долгих лет, но возвращается неспроста. Он жаждет мести, и письмо, полученное от таинственного отправителя, побуждает его действовать. Но месть, как известно, подают холодной. Здесь нужна расчетливость и терпение.
Первым делом Авилио внедряется в семью Ванетти, ту самую, что ответственна за его несчастье, и заводит дружбу с Неро, сыном главаря мафии. Однако за убийствами следует еще больше убийств. Месть порождает новую месть. Вполне возможно, что эта история длиной в 91 день изначально обречена на трагический финал. 91 день – это отличнейшее аниме про мафию, месть, предательство и несправедливость нашего мира. Этот тайтл может похвастаться отличнейшей атмосферой, что полностью погружает тебя во времена сухого закона. Когда за окном дождь, а мир вокруг тебя такой мрачный и враждебный, когда нет желания выходить из комнаты, этот тайтл прекрасно подойдет для того, чтобы занять твой досуг. Оценка 9 из 10. 15 место. Парад смерти. Добро пожаловать в бар Квиндеким. Это место за типичной обстановкой и приглушенным светом которого скрывается нечто большее. Кажется, что единственным работником этого загадочного заведения является бармен. Он встречает посетителей и объясняет правила. С этой минуты гости вынуждены вступить в смертельную схватку друг с другом. И игра, выбранная в случайном порядке, их последний шанс спасти свою жизнь. Бар Квиндеким – это место, где человек показывает истинную сущность, где грехи и пороки уже невозможно скрыть, где ставка – ваша душа. Парад смерти обязателен к просмотру всем любителям психологических тайтлов. Это аниме крайне интересно показывает всю сущность людей и их главные пороки. Интересные истории людей, попавших в бар, и их поведение не отпустят вас до самого конца. Оценка 9 из 10. 16 место. Нахальный принц и кошка Несмеянна. Главный герой Йота Якадера обожает наблюдать за девушками, но из-за излишнего лицемерия не может правильно выражать свои мысли. Однажды друг сказал ему, что на холме возле кедрового дерева стоит статуя кота, которая исполняет желание, забирая то, что тебе не нужно, и отдавая это другому. Недолго думая, Йота решает отправиться к статуе, чтобы наконец избавиться от своего лицемерия и говорить то, что он на самом деле думает. Там он встретился с девушкой Цукика Цукикакуши, которая также пришла со своим желанием научиться скрывать свои эмоции и чувства. Загадав желание, ребята решили, что ничего не произошло и разошлись по домам. Назвав при всех красавицу Адзусу Адзуки плоской как доска, Йота заработал себе новое прозвище принца извращений. Старая знакомая Йота, с которой он познакомился на холме, тоже не в восторге от исполнения своего желания. Слишком уж хорошо его кот выполнил, и теперь она вообще не может показать эмоций. Что же теперь делать? Ведь кот отдал их качества другим людям. Парочка решает объединиться и вместе найти свои родные качества, пока все происходящее окончательно не запуталось и не вышло за рамки приличия. Не стоит думать, что это аниме типичный гаремник или глупая комедия. Хоть в ней присутствует все это, но в умеренных дозах. После просмотра у вас язык не повернется сказать, что вы потратили время впустую. Ведь пустив пыль в глаза, это аниме до слез тронет вас своей драматичностью и глубиной мысли, что пытается донести до нас автор. Оценка 9 из 10. 17 место. Убей или умри. Действие аниме происходит в Академии Истины, которой владеет семья Кирюин. У этой семьи также есть секрет боевых волокон. Добавляя эти волокна в обычную школьную форму, носящий ее становится сильнее и быстрее, превращаясь в серьезного бойца. Такая форма называется однозвездной. Двухзвездную, более мощную, носят лидеры спортивных клубов, а четырехзвездную – 4 членов совета. Все они подчиняются Сацуки Кирюин, богине школы. 17-летняя Рюка Матой пытается найти убийцу своего отца. Единственная зацепка в ее расследовании – красный клинок и костюм, полностью сотканный из боевых волокон. Вроде бы связь с семьей Кирюин очевидна, но добиться внимания Сацуки не так-то просто. Рюка придется доказать, что она достойна внимания богини. Kill la Kill – это аниме с необычной в хорошем смысле рисовкой, красочной боевкой и интересным, но местами глуповатым сюжетом. Погрузись в безумие происходящего на экране и, как говорится, убей или умри. Оценка 9 из 10. 18 место. Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток. 16 лет назад в Японии был принят закон о воспитании детей и общественном порядке, запрещающий любое поведение, выходящее за рамки человеческой нравственности. В результате этого в обществе возник культ добродетели и морали, возникли даже особые школы. В одно из таких учебных заведений, пропагандирующих благопристойность и вежливость, поступает и Танукичи Окума. Но кто же мог представить, что в этом оплоте порядка действует террористическая организация СОКС, специализирующаяся на безнравственности атаках вандализма. Шантажом и обманом Танукичи заставляют присоединиться к этой системе. Теперь он вынужден участвовать в безнравственных атаках на Анну, первую ученицу школы и президента студсовета. Вскоре ситуация неожиданно осложняется, когда новоявленный член террористической организации влюбляется в свою жертву. Этот тайтл заставит тебя утонуть. В слезах смеха, конечно же. Но искрометные шутки не единственный козырь этого аниме.
Оно затрагивает интересные и насущные проблемы, но по крайней мере они являются таковыми в Японии. Но дополнение в виде интересного сюжета и необычных персонажей заставит тебя полюбить это творение и посмотреть его за один день. Оценка 9 из 10. 19 место. Мастер Муши. Муши – это простейшая форма жизни в мире. Муши существуют повсюду и безо всякой цели. Они вне человеческих понятий о добре и зле. Муши могут существовать в бесчисленных формах, принимать облик живых существ, растений или даже таких явлений, как радуга. Все это лишь туманная попытка описать этих существ, обитающих в нашем мире. Ведь даже назвать их формой жизни было бы слишком просто. Информации о муши чрезвычайно мало, а большинство людей о них даже не подозревают. Что же такое муши и для чего они существуют? Этими вопросами Гинка задается постоянно. Он занимается изучением муши, пытается понять их суть и предназначение. В надежде найти ответы на свои вопросы, Гинка следует за любыми слухами о событиях, которые могли бы быть вызваны муши. Ведь кто знает, возможно, это приведет к ответу на вопрос, а что такое жизнь вообще? Мастер Муши – одно из самых спокойных аниме. Да-да, именно спокойных. Внимание! Не путайте спокойное со скучным. Когда я смотрел сие творение, не мог понять, ну как такое размеренное повествование и пастельные тона не могут дать мне уснуть. Даже тогда, когда ну очень хочется закрыть глаза и лечь на боковую, оно не позволяет тебе такой роскоши. Но с тех пор, как я посмотрел его, прошло немало времени, и сейчас я понимаю почему. Все из атмосферы и сюжета, что словно вода, на которую можно смотреть вечно. Все начинается с маленького ручейка, а заканчивается огромным океаном. Оценка 9 из 10. 20 место. Повар-боец Сома. Юкихиро Сома мечтает стать штатным шеф-поваром в ресторане отца и превзойти своего родителя на профессиональном поприще. Он упорно идет навстречу мечте, но в тот момент, когда средняя школа остается позади, его отец закрывает свое заведение и отправляется на покорение Европы. Казалось бы, все планы рухнули, а стремления оказались напрасными, но Джоичиро в виде упавшего духом сына предлагает ему пройти проверку на выносливость в элитной школе кулинаров. Только 10% учеников, которые доживают до выпуска. Удастся ли это Соме? Повар-боец Сома – это лучшее аниме, связанное с готовкой. И я, как человек, любящий покушать под кулинарное видео Обломова, был покорен этим тайтлом. Смотря на то, как мастерски готовят герои этого аниме, невольно начинаешь готовить и сам, ну или хотя бы кушать. К тому же, все это приправлено хорошими шутками и крайне интересным сюжетом. Всем любителям кулинарных шоу обязательно к просмотру. Оценка 9 из 10. Ну что ж, на этом подошла к концу вторая часть моего топ-100 аниме. Надеюсь, что вам не придется снова ждать следующую часть 6 месяцев. Я постараюсь выпустить ее пораньше. А чтобы это произошло, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, ведь только так я могу понять, что вы действительно хотите увидеть продолжение этого формата. Как я уже сказал в начале этого топа, лишь благодаря людям, которые писали мне в комментариях и просили продолжение, я снял вторую часть. Так что все зависит от вас, буду ждать вашей поддержки, а вы ждите от меня третью часть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставь лайк и напиши комментарий, почему бы и нет. Ну а также не забудь подписаться, ну и если вдруг хочешь поддержать меня монеточкой, то можешь оформить спонсорскую подписку. Ведь я бедный студент и денег у меня особо нет. Если на меня вдруг подпишется очень много людей, и я получу много денег, то я смогу переехать на квартиру, а не жить в общежитии, и там я смогу записывать в любое время, хоть днем, хоть ночью. А здесь у меня есть соседи, при которых я стесняюсь записывать, потому что я, ну, типа, в прошлом хикан, сейчас уже не такой, но вы понимаете. Ладно, что-то я заговорился, всем удачи и пока, ребзя!